начало военной операции российских ВКС в Сирии, оно немедленно вскрыло вот всю ту массу противоречий, да, которые внешней политики многих государств, и ту ситуацию, которая происходит сейчас на Ближнем Востоке, стало очевидно. И роль Турции, и роль США, которые, соответственно, с союзниками занимались бомбардировками пустыни на протяжении 3 лет. Саудовской Аравии, той же Катара. Сейчас, в эти дни, мы говорим о перемирии, к нему присоединяются все больше и больше селения Сирии, возглавляемые какими-то старшинами, не знаю, там, старостами. Перемирие, я напомню, о котором договорились Владимир Путин и Барак Обама. Зачем необходимо, на ваш взгляд, вот это перемирие? Дает ли оно возможности дополнительные по борьбе именно с ИГИЛ? Либо же у них появляется некая возможность, даже, можно сказать, передышки, если люди, грубо говоря, быстро меняют маску, говорят, что они умеренные, а на самом деле они не очень. Володь, мы должны понимать, что любой худой мир всегда лучше доброй войны. И главная задача действий международного сообщества – это стабилизировать и нормализовать обстановку, которая сегодня далека от нормальной человеческой жизни. Да? Наши президенты, прежде всего благодаря инициативе Владимира Владимировича Путина, а все-таки нужно подчеркнуть в предыстории, что именно Владимир Владимирович когда-то спас Сирию в рамках конфликта с химическим оружием, где на самом деле уже доказано применялось химическое оружие боевиками. Мы ничего нового тут не открываем. И вмешательство международного сообщества в этот процесс сегодня объективно обосновано. Да? С другой стороны, боевые действия, результатом которых является кровь и смерть мирных граждан, ни к чему хорошему не ведут. Чем бы они ни оправдывались и как бы они ни обосновывались, политическими ли требованиями, желанием отдельных группировок иметь свою власть на конкретной территории для каких-то решений своих собственных задач, интересов и так далее, и так далее. Тем не менее, есть нормы существования государства, и они должны соблюдаться. И, естественно, для нас важно что понимать, что разделение сторон на сегодняшний день в результате перемирия, они ни в коем случае, эти разделения, не влияют на снижение интенсивности по уничтожению бандформирований. То есть, иными словами, те, кто сложил оружие, сложил оружие, так скажем, зачехлил оружие, это, можно сказать, те самые силы, которые в перспективе имеют возможность участвовать в жизни Сирии, участвовать в тех же самых парламентских выборах. Перейти к политическому регулированию конфликта. Согласен с вами целиком и полностью. И в этом смысл, чтобы, завершив вот эту вооруженную борьбу, перейти к политическому процессу, перейти к переговорному процессу, сформировать коалицию или коалиционное правительство, которое позволило бы учесть интересы всех слоев населения Сирийской Арабской Республики и, соответственно, нормализовать жизнь на территории САР. Ведь те разрушения, которые мы сегодня видим в Идлибе, Алеппо, в Пальмире, собственно, пол Дамаска фактически разрушено, да? Они требуют, в общем-то, серьезных вложений по восстановлению экономики, естественно, по возврату и нормализации социальной жизни населения, сохранения и спасения культурных ценностей, которые являются на сегодняшний день международным достоянием. И вот все стороны, участвующие в этом конфликте, должны опомниться, одуматься и вернуться к нормальной и политической, в том числе, жизни, и работать на том направлении, которое сегодня позволило бы в будущем Сирии достать те рубежи, которые она представляла собой до начала боевых действий. Ведь она достаточно серьезный региональный игрок в рамках Ближнего Востока и Северной Африки. Вы совершенно правильно сказали, что все было высвечено совершенно в новом призматическом варианте. И участие Саудовской Аравии и Турции показало
совершенно другое лицо руководства страны, чем оно заявлялось изначально. Но исходит это все от собственных интересов Турции. Мы видим, что на севере Сирийской Арабской Республики Турция играет определенную роль, которая далека и от норм международного права, и с точки зрения справедливости ради военного искусства, дипломатических отношений является прямым нарушением норм международного права. Ведь концентрация войск соседнего государства вдоль границы всегда говорит об агрессивных намерениях. А непосредственно участие в боевых действиях, а обстрелы под каким бы предлогом там курдских ополченцев, территорий вокруг Алеппо из артиллерийских систем является применением оружия по территории суверенного государства. В соответствии с международным законодательством, с международным правом существует такая норма казус белли. И руководство пострадавшего государства обязано применить все доступные силы для того, чтобы воспретить эту агрессию. И, соответственно, мы прекрасно с вами понимаем, что если бы тот же Башар Асад, не будь благоразумным человеком, не неся собственную ответственность перед своим народом, дал бы команду на применение ответного огня, сегодня бы Турция активно участвовала в боевых действиях. Тогда нужно задать вопрос, а кого поддерживает Турция? Террористов, участвуя в этом боестолкновении? Какие задачи она выполняет? Если курдские повстанцы после тех ужасов, которые совершили террористы в районе Кабани, помните, да, отрезанные головы, да, массовые казни, взялись за оружие, сегодня несут одну из основных нагрузок, участвуя в боестолкновениях против боевиков, будучи обстрелянными со стороны Турции, которая формально является участником антиигиловской коалиции, то вот это тоже на сегодняшний день достаточно огромная проблема, которая требует еще огромнейшей работы и дипломатов, и военных ведомств, и нашего государства, и сирийского государства, естественно, собственно, Турции. Саудовская Аравия, которая завязла в боях и в Йемене, да, на сегодняшний день, наверное, нужно как-то решить свои собственные проблемы, чем пытаться завязнуть еще в одной стороне. Если она участвует в борьбе с терроризмом, то ей нужно сосредоточиться именно на показателях своей эффективности в решении этих проблем, а не в декларации заявлений, которые только усугубляют ситуацию. И я думаю, что те террористические группировки, которые все-таки были сформированы на территории Саудовской Аравии, я не обвиняю руководство страны, я говорю о том, что на территории разных государств формируются группы для участия в этой войне. В том числе и у нас есть люди, которые, уезжая, опять же, которые заинтересованы, полукриминальными путями, опять же, заметьте, сетях, да, через Турцию, из Чечни, из Дагестана, из России, в целом из всех регионов, да, потому что там воюют не только чеченцы или там дагестанцы. Безусловно. Много совершенно национальностей. Терроризм — это наднациональная структура, надрелигиозная структура. Это явление, которое имеет звериное лицо и звериную сущность, но ни в коем случае не несет ни национальной, ни религиозной окраски. И вот всем странам, которые имеют подобные явления, нужно сегодня объединить все усилия в рамках национальной безопасности, действиях Интерпола по розыску и возвращению этих граждан и исключению их из оборота. Если они по каким-либо причинам участвовали в террористических акциях и совершили преступление, пусть за это ответят. Если не совершили, значит, нам еще предстоит с ними работать. И вот в данной ситуации, конечно же, очень важно, чтобы все наши партнеры по коалиции выполняли свои союзнические обязательства. Они занимались двурушнической политикой, и нашим, и вашим, и как бы с пацанами неудобно, как говорят в анекдоте, да, получилось. Вот в данной ситуации я считаю, что только политическая и государственная ответственность руководителей
наших стран-партнеров обеспечит скорейшее выполнение задач по наведению мира и порядка на территории САР и, естественно, всего региона в целом.